Ни одна неделя не обходится без игровых новинок на телефон. Ну, я считаю это и хорошо. Можно развеять мозг от привычных себе проектов. Сейчас, в принципе, как и обычно, я собрал подборочку лучших новых игр на телефон среди кучи шлака, которые вышли совсем недавно. Поэтому, братюни, я надеюсь, вам понравится данный выпуск, и вы выберете что-нибудь под себя. Подписывайся на канал, ставь лайк, оставляй свои комментарии. С вами Дитрих ТВ. Погнали! Открывает наш топ лучших новинок на телефон Super String. Ролевая игра прямиком из Южной Кореи. В ней нужно собирать отряд из персонажей с противогазами, розовыми волосами и так далее. И да, как вы уже привыкли, что не свойственно новым играм, проект доступен не только в Филиппинах. У него появилась глобальная версия. Причем в нем задействованы герои из разных онлайн-комиксов. Разработкой Super String занималась дочка издателя Pearl Abus, но посмотрим, помогло ли это проекту. Дело в том, что Super String предлагает трехмерную графику, хоть и с посредственными, но спецэффектами. И тут минус, потому что все это превращает ваш смартфон в раскаленную сковородку, с которой вы с утра сможете приготовить яичницу. Возможно, конечно, это все потому, что игра очень сырая и скоро все исправится. Но пока что разрабы не стесняются и просят кругленькие суммы за свои донатные вещи. Но если вдруг вас заинтересовал данный проект, то здесь вас ждет еще сюжетная кампания, рейды, бездна и PvP в реальном времени. Идем далее по топу лучших новых игр на Android и iOS, и этот день настал. Игру Peace Death 2 перенесли на смартфоны. И я не ругнулся, игра так и называется Peace Death. Снова я не ругаюсь, игра буквально переводится как мир, смерть. Пока что геймеры могут насладиться версией игры на Android. И если вдруг вы ждете скорейшего релиза на iOS, то я вас спешу огорчить. Еще 14 ноября в официальной группе разрабы писали, что апдейт и релиз на iOS не близко. В Google Play игра стоит всего 49 рублей, причем реклама и микротранзакции не указаны. В Peace Death 2 жнецы организовали профсоюз, чтобы стать независимыми от всадников апокалипсиса. Как всегда, все обязанности перекладывают на жнеца-распределителя. Нам же, братюни, предстоит переводить клиентов в рай, ад или чистилище. Но эти говнюки будут хитрыми, они часто взаимодействуют друг с другом и мешают нам выполнять свою работу. Кстати, очень прикольная фича. Многие клиенты это уникальные личности, и они совпадают с реальными людьми. Еще здесь вас ожидают катастрофы, съемная квартира, разные события, юмор и коты. Кто любит котиков, ставь лайк, а мы едем дальше. Легионы Хаоса. Это мобильный RPG с элементами из Idle проектов. Сейчас на Android доступна ранняя версия, которая будет доступна почти до конца февраля 2022 года. И за игру в раннюю версию данного проекта, как указали разрабы в Facebook группе, игроки могут получить подарки. Для этого нужно указать свой зарегистрированный ID под постом, ссылки на который я оставлю под данным видео. По геймплею Легионов Chaos напоминает... Что напоминает, кстати? Вот посмотрите геймплей и напишите в комментарии, что напоминает. Это прям уж очень что-то напоминает. Ладно, да, вы угадали. Это реально очень смахивает на рейд Shadow Legends. То есть здесь наш отряд сражается сам, а новых героев нужно выбивать через лутбоксы. Под конец уровня мы встречаемся с боссом, который на первых порах не представляет угрозы. Интересно, что после этого миссия не заканчивается, наш отряд просто переходит на следующий этап. И так до тех пор, пока мы не уткнемся в сложных врагов. Из режимов помимо PvE нам обещают PvP на арене. Также в Легионах Хаоса есть чат. Чтобы быстро прокачивать героев, нужно не только улучшать их статы, но и проходить этапы. За это мы получаем сундуки и экипировку. Ну а графика здесь скорее на любителя. Братишки, а вам было когда-нибудь интересно, как поднимаются и на чем зарабатывают топовые предприниматели? Лично мне всегда было интересно, как с нуля и без папочек можно поднять свой собственный бизнес. В общем, это я все к тому, что в закладках у меня есть крутой канал о бизнесе Петров Про Бизнес. Его ведущий Андрей зовет в гости одних из лучших предпринимателей и узнает их все секреты от старта бизнеса до актуальных цифр дохода. Поэтому, если ты задумываешься о своем бизнесе или уже имеешь какие-то задатки, рекомендую перейти по ссылочкам в описании и почерпнуть новых знаний вместе с Петров Про Бизнес.
Gaia Project – это цифровая версия одноименной настольной игры. По задумке, каждый игрок берет на себя роль предводителя одной из 14 фракций. Главная задача – колонизировать галактику Terra Mystica. Причем у каждой фракции свои условия для выживания на планетах, поэтому игроки будут тратить ресурсы на то, чтобы изменить планеты и делать их пригодными для существования. С лета этого года Gaia Project набрала смешанные отзывы в Steam, но не все игроки торопятся ставить крест. Например, топовый комментарий указывает, что за разработку отвечали всего 7 человек. Правда, даже в положительных обзорах указывают на лаги, баги и не самый дружелюбный интерфейс. Но братюни, давайте дадим шанс этой игре, потому что она очень сырая. Кстати, при всем при этом, некоторые игроки отмечают неплохой интеллект у ботов, а также много-много часов геймплея. Правда, да, стоит это все удовольствие 899 рублей. Gear Enigmas. Это игра-головоломка с графикой, которая будто бы сделана от руки. Сюжет повествует о молодом механике Карли, который восстанавливает древнюю правду в своей семьи и сражается со злом, чтобы уберечь родных. Разработчики обещают красивые локации и спокойную музыку. Кстати, проект сделан в сеттинге стимпанка, поэтому если вам нравится данный стиль, обязательно попробуйте. Помимо решения загадок в Gear Enigmas, мы еще будем слушать или хотя бы читать диалоги, которые раскрывают характеры персонажей. Сейчас можно пройти предрегу на Android, при этом проект уже доступен на iOS. Подводит итог топа лучших игр на Android и iOS Little Big Robots. Это мобильный экшен, который естественно доступен на обе платформы iOS и Android. По задумке разрабов, мы должны выбрать одного из предложенных роботов, а потом отправиться на мини-арену выяснять отношения с вражеской командой. Главная задача — это уничтожить противника и доставлять кристаллы до базы. Но если вдруг так случилось, что вас уничтожат, то через какое-то время можно возродиться. Также в игру добавили разрушение зданий и растительности. По сути, Little Big Robots повторяет схему Brawl Stars, только с мехами, которых можно прокачивать и снаряжать разными обвесами. В матче сражаются две команды в формате 4 на 4. Разработчики обещают разные режимы и карты для разнообразия. Из механик помимо стрельбы нам предлагают прыжки, рывки и даже ремонт поломанных частей. В будущем в игру добавят новых роботов, оружие, карты, специальные ивенты и режимы. Так что, братюни, обязательно попробуйте, ну а ссылочки вы сами знаете где. Ну а сегодня топ лучших новых игр подошел к концу. С вами был Дитрих ТВ, всех обнял, всем удачки, пока-пока.